Всем привет, меня зовут Маша, я дизайнер, и сегодня я продолжу выкладывание всего, что я сделала в интернет. И сегодня я хочу рассказать про проект трейлера, который я делала больше года назад с командой Bolton. Предыстория такая, что со второго или третьего курса Бауманки я работаю со стартапом Bolton. Это мои знакомые из Бауманки, которые делают роботизированное оборудование для кухни. Я всегда это внутри своих планов на день писала как роб-кухня. И сам дизайн роботов. Мы также делали UX UI дизайн, несколько приложений консольных и для пользователей. Мы также делали всю инфографику, дизайн интерьера. В общем, как мне сказал Паша, который вчера спросила, как корректнее это назвать, сказал, что определяла дизайн-стратегию компании. Компания была acquired, то есть поглощена другой компанией, The Food Company в США. И вся команда, включая меня, взяла на себя задачу по разработке трейлера. У компании уже до этого были трейлеры, в которых они продавали еду, но они хотели их апгрейднуть, сделать более привлекательными, более технологичными для того, чтобы повысить лояльность компании и привлечь новых клиентов. Поэтому я начала работу с того, чтобы определить вообще, на что я буду ориентироваться в разработке концепта. И это было несколько требований, которые я себе отметила. Первое — это то, что я должна полностью использовать их фирменный стиль, выразить его, и при этом рассчитывать, что графика в проекте будет одним из самых главных критериев. То есть я хотела сделать это очень графичным. Второе — это я не могла особо работать с формой, и для того, чтобы не делать различные детали из стеклопластика, которые будут слишком сложными и которые нужно будет формовать. Поэтому изначально я думала про то, что у меня есть плоскости, мы можем сделать радиусы, и нам нужно как-то скрыть все крепления. Далее шел этап разработки. Я начала поиск по фронтальной части, то есть сначала я начала искать разные концепции, как люди подходят, и был интересный момент, то что у трейлера есть две части. Часть, где человек заказывает полностью через киоск онлайн-заказы, и часть, где он забирает свой заказ. И в изначальном трейлере это было огромными буквами, и я очень хотела это сохранить, потому что это какое-то очень изящное решение, очень красивое. И также я хотела сделать его более удобным, потому что это пока что смотрелось не очень удобно. Таким образом, я начала искать различные сочетания. Одно из сочетаний, которое я до сих пор помню, это когда я просто поделила его пополам. Часть для заказа, часть для этого. Стоит еще сказать про общую компоновку. У трейлера есть рекламное окно, рекламный экран, зона заказа, киоск. Также есть большое окно, через которое видно кухню, потому что в этом трейлере производят. И также есть окно, через которое пользователь забирает свои заказы. И далее я хочу вам вкратце описать, какие были решения. Первое решение: уже был готов киоск. Я не хотела делать что-то абсолютно новое, тем более, что делать что-то новое абсолютно очень сильно дорого на этом этапе. Поэтому я решила как можно больше применять деление на формы и фактуры для того, чтобы использовать исходные детали. Например, в киоске я просто поставила плоскость сверху, которая закрывала киоск. Если это все делать одной краской, то будет ощущение, будто бы киоск спрятан внутри, и это будет достаточно хорошо. Также я хотела сделать большое длинное окно. Мне очень не хотелось показывать рамы. Я хотела все это спрятать внутрь. Зона выдачи — это один из моих любимых элементов, который здесь получился. Логотип компании — это язычок, и я хотела высунуть этот язычок у киоска для того, чтобы было ощущение, будто он показывает язычок. Я не знаю. Мне казалось, что это очень весело. Также у трейлера были сделаны навесы для того, чтобы защищать пользователя от дождя. Это должно было быть опционально. И было разработано достаточно много вариантов того, как это может быть. Также креплений, материалов и прочего. В этом проекте, если говорить про те шаги, которые именно я делала, была проработана дизайнерская 3D-модель во Fusion 360 с учетом размеров и габаритов всего. Также я делала файлы для производства, например, для печати наклеек или для акриловых деталей. Также я делала визуализации в блендере
и разные визуализации в блендере, и потом поверх этих визуализаций в блендере мы еще дорабатывали различные детали, например, колонки для того, чтобы открывать аудиорекламу, и также вентиляционные решетки и прочие детали. И также с конструктором мы обсуждали разбивку деталей, например, как мы будем производить отдельно фаски, как мы будем производить эту деталь, как мы ее будем склеивать, потому что, например, есть ограничения по габаритам листа, и нам нужно было продумывать, где именно мы будем делать разделение на детали, а не просто делать их рандомно, допустим. И было очень много таких моментов. Чему меня научил этот проект? Во-первых, не бояться брать сложные задачи и разбираться в процессе, потому что таких больших объектов я еще не делала, не считая дирижабль. Это очень такая челлендж для себя и для своих знаний. И важно не бояться этого, а знать, что ты в любой момент можешь написать кому-нибудь, позвонить кому-нибудь, ты в любой момент можешь написать конструктору даже и устроить еще один созвон, разобрать еще какой-то момент, который ты не понимаешь. Это не страшно не понимать. Хуже, когда проект движется и в какой-то момент обнаруживается, что ты не понимаешь каких-то баз. Поэтому лучше не бояться задавать какие-то базовые вопросы и не бояться, что о тебе как-то не так подумают. Потому что, судя по моему опыту, часто, когда я задаю какой-нибудь проектный вопрос, думая, что все на него знают ответ, а я одна не знаю, оказывается, что есть какая-то деталь очень важная, которую мы тем самым подкапываем. И ответа на этот вопрос может не знать половина или больше людей. И для них это тоже важно, они еще раз это проговаривают. А также очень важно второе, то, что я поняла, что очень важно, если проект очень детализированный, а это большой трейлер, это огромное устройство, очень важно, копаясь в деталях, не упускать картину из виду, цельную картину, потому что все-таки в первую очередь трейлер для меня, у меня такой подход, он должен создавать единое впечатление, как только ты его видишь. Он должен быть проработан в деталях, но если за деталями начинает скрываться основной образ, уже это никуда не годится. И в-третьих, это не быть слишком сложной к себе и к процессу, потому что на протяжении этого проекта у меня были моменты, когда мне было тяжело, и мне казалось, что я делаю что-то не так, и я очень сомневалась. И в какой-то момент я просто отпустила ситуацию, это был какой-то вечер, я сидела в Тбилиси, просто, кажется, мы заказали хинкали и болтали, посмотрели какой-то фильм, и я села поработать, и в тот вечер случайно за 1,5 или 2 часа я нарисовала кейс-скетч. Это ключевой эскиз, от которого дальше двигалась разработка. Я просто его отправила, ничего не ожидая, и в тот же вечер мы созвонились с Пашей и с Ником, с SEO компании, и оказалось, что это именно то, что им нужно. Хотя неделю до этого мне не получалось, я делала что-то, что-то было не то, и я прокрастинировала. И иногда очень важно просто отпустить ситуацию и не относиться к себе слишком строго, не ругать себя, а быть к себе нежным и бережным. Вот, конечно, я бы хотела сказать спасибо ребятам, с которыми я это делала. В первую очередь Паша, с которым мы коммуницировали больше всего, Пашу Швец, Ярику, Нику Нанакасу, гендиректору компании The Food Company, и также ребятам, с которыми я участвовала в проекте, конструкторам и технологам, потому что вместе мы прошли очень большой путь. А в конце я просто, как обычный YouTube-блогер, хочу вам сказать, что внизу я оставила ссылки на свой Behance, где вы можете просто смотреть на проекты, которые я выкладываю. Я оставила ссылку на свой LinkedIn, где я выкладываю всякие профессиональные посты и делюсь профессиональными инсайтами. Я так и не люблю это слово, ну ладно, пусть оно будет тут. Я потом придумаю ему замену. А также я приглашаю вас на свой сайт, если вы хотите вместе работать, для того, чтобы вы детальнее ознакомились с моим процессом работы. И я была бы рада сделать какой-нибудь такой же классный проект. Также вы можете подписываться на мой Инстаграм. Но с Инстаграмом я еще ничего не решила, потому что, с одной стороны, мне очень нравится его вести как свой личный блог, в котором я просто пишу свои мысли, знаете, как
в дневник или просто выкладываю туда фотографии, но я веду его наполовину как профессиональный аккаунт, то есть выкладываю туда проекты, скетчи, процессы и вот это все. Так что вы можете подписываться на что-нибудь из этого. И также я хотела бы упомянуть очень важную вещь. Теперь у меня появился Boosty. А Boosty я завела с следующей целью. У меня много проектов, которые я делала на заказ, и сейчас в данный момент делаю на заказ, но также очень много, вот столько проектов, которые я очень хочу сделать, просто сделать. У меня их никто не заказывает. Например, это какая-то мебель, или это какие-то аксессуары, или это какие-то штуки для VR. В общем, пока что мне такое не заказывают, но я бы очень хотела это сделать. Но для того, чтобы это делать, мне нужно свободное время, которое не заполнено проектами. Поэтому, если вы хотите, пожалуйста. Поэтому, если вы хотите, вы можете подписаться на мой Boosty и скидывать донаты, для того, чтобы у меня было время, для того, чтобы заниматься всякими экспериментальными проектами. Но это не обязательно, а обязательно это поставить лайк под этим видео, потому что я бы хотела, чтобы больше людей видели то, что я делаю. И, возможно, алгоритмы Ютуба будут показывать это видео чаще, если там будет стоять ваш пальчик. Хорошего дня!